Представьте человека в 1880 году. Он продает все, что имеет, берет небольшой чемодан, документы и билет. Поездом или речным судном он добирается до Роттердама. В городе он впервые видит огромные океанские лайнеры, которые кажутся настоящими плавучими городами. И для большинства это был первый в жизни визит к морю. Почему именно Роттердам? Во второй половине XIX века этот город стал одним из главных иммиграционных портов Европы и до сих пор считается одним из самых многонациональных городов. Именно поэтому в 2025 году здесь открылся музей «Феникс», первый в Европе музей, полностью посвященный теме миграции. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Но хочу предупредить, что местами видео будет очень эмоциональным, но уж как есть. Когда мы говорим о Нидерландах, чаще всего вспоминаем Амстердам, каналы, тюльпаны и мельницы. Но именно Роттердам сыграл совершенно другую, не менее важную роль в истории Европы. Этот город стал одним из главных портов, через который миллионы людей начинали новую жизнь. В конце XIX – начале XX века Европа переживала огромную волну эмиграции. Люди уезжали из-за бедности, войн, религиозных преследований и в поисках лучшей жизни. Их мечтой были Соединенные Штаты, Канада и Южная Америка. И одним из последних европейских городов, которые они видели перед отплытием, был именно Роттердам. Отсюда отправлялись корабли знаменитой компании Holland America Line. Через этот порт прошли более 3 миллионов эмигрантов, и для многих это было путешествие в один конец. Они прощались с родными, не зная, увидятся ли когда-нибудь снова. Но история Роттердама на этом не закончилась. После Второй мировой войны все изменилось. Теперь уже сам город стал местом, куда приезжали люди со всего мира. Работать, учиться, строить новую жизнь. И сегодня Роттердам считается одним из самых многонациональных городов Европы. Здесь живут представители более 170 национальностей. 14 мая 1940 года во время Второй мировой войны на город было сброшено 97 бомб, и исторический центр, построенный еще в XVI и XVII веках, площадью 2,5 квадратных километра, был полностью уничтожен. Уцелело лишь несколько строений, погибло более 800 человек и более 80 тысяч лишились крова. После войны старая застройка Роттердама не восстанавливалась. Именно поэтому сегодня Роттердам выглядит так футуристично. Здесь много новых зданий, построенных в современном стиле, и иногда просто немыслимого дизайна. Он очень современный, просторный и невероятно красивый. Мост Эразма. Вантовый мост через реку Маас в центре Роттердама. Первый со стороны моря, и благодаря своей необычной конструкции и узнаваемым асимметричным очертаниям пилона он быстро стал одним из символов города. Его еще часто называют «Лебедь-мост». Длина моста 802 метра, а высота пилона 139 метров. И, безусловно, это уже туристический бренд города, который так любят фотографировать и снимать туристы. А в южной части моста есть разводной пролет, который считается самым большим и тяжелым в Европе. После того, как на конструкцию было потрачено более 163 миллионов евро, 6 сентября 1996 года мост был официально открыт королевой Беатрис. Невероятно футуристическая конструкция. Стоя на нем, очень интересно наблюдать за корабликами, рассматривать архитектуру города и просто слышать звуки Роттердама. И здесь мне удалось заснять знаменитый автобус-амфибию. Это гибрид городского автобуса и полноценного речного судна, который катает туристов по главным достопримечательностям города, а затем въезжает в реку Маас, превращаясь в прогулочное судно. На корме автобуса установлены 2 мощных водометных двигателя, которые засасывают воду и под сильным давлением выбрасывают ее назад. Водометы позволяют автобусу плыть со скоростью около 12 км в час, и поворачивает по воде он за счет изменения направления струи этих водометов. По мере приближения к порту, где миллионы мигрантов садились на борт огромных океанских лайнеров в поисках лучшей жизни, мы проходим мимо необычных зданий.
Здание коричневого цвета – это бывшие портовые склады Роттердама, и на фасадах до сих пор можно увидеть названия островов – Ява, Суматра, Борнео. Это напоминание о том времени, когда Роттердам был одним из главных центров мировой торговли и принимал товары из голландских колоний в Азии. И совсем рядом находится офис Holland American Line, откуда миллионы иммигрантов отправлялись в Новый Свет. Именно поэтому этот район рассказывает сразу несколько историй о торговле, колониях, морских путешествиях и людях, которые искали новую жизнь. Сейчас в этом здании находится отель «Нью-Йорк», а когда-то это здание принадлежало судоходной компании Holland American Line. Сама компания была основана в 1873 году и занималась перевозкой пассажиров на пароходах, в том числе организовывала отправку нидерландцев в Америку. Здание построено в 1901 году, и оно служило отправной точкой для тысяч иммигрантов, отправлявшихся в Соединенные Штаты Америки. Пассажиры также могли останавливаться здесь на короткое время перед долгим путешествием через Атлантику. В 1977 году штаб-квартира компании переехала в Сиэтл, а в 1984 здание на пирсе было выставлено на продажу, и в 1993 после реконструкции оно было преобразовано в отель «Нью-Йорк». И с 2000 года здание включено в список объектов национального наследия. Не случайно именно здесь, напротив порта, где люди покидали Роттердам, отправляясь навстречу новой жизни, был открыт музей «Феникс». Музей посвящен теме миграции и показывает, как люди перемещаются по миру, как исторически, так и в настоящем. Королева Максима присутствовала на открытии музея 15 мая 2025 года. Площадь музея составляет около 15 тысяч квадратных метров, и в нем представлены постоянная экспозиция и есть помещение для временных выставок на первом этаже. Музей построен по проекту известного китайского архитектурного бюро МАТ, и 30-метровая спиральная лестница – это не просто визуальный акцент, а метафора бесконечного процесса миграции. Цель создания музея – рассказать о истории миграции, начиная с 1891 года. Люди пересекали Атлантический океан, и пунктом назначения в первую очередь был остров Эллис в Нью-Йорке, который был воротами в Новый Свет для иммигрантов. И забегая вперед, скажу, что на меня этот музей произвел огромное впечатление. Было очень сложно снимать, потому что посетители плакали, слушая истории, которые рассказывает аудиогид. Но, впрочем, давайте я покажу и расскажу вам это с самого начала. На первом этаже представлен лабиринт чемоданов. Это инсталляция, которая включает более 2000 чемоданов, пожертвованных мигрантами со всего мира. И каждый чемодан – это след человека, покинувшего дом. Старинные сундуки, современные баулы, семейные реликвии. На входе вам дают аудиогид на английском языке, и, поднеся устройство к чемодану с желтой биркой, чемодан начинает говорить. И иногда это настолько страшные и грустные истории, что невозможно сдержать слез. Ведь многие из владельцев этих чемоданов навсегда покинули свой дом и родных людей, так никогда и не встретившись вновь. То за каждым чемоданом здесь скрывается какая-то отдельная судьба. И чем старше чемодан, тем интересней. Вот, допустим, чемодан 1914 года, а это современные иммигранты, которые, допустим, из Шри-Ланки в 2008 году. И каждому можно поднести аудиогид и услышать историю владельца этого чемодана. Иногда ее рассказывают дети либо внуки тех людей, которые пересекли океан для того, чтобы оказаться здесь. И иногда находят эти старые чемоданы на чердаках, в них находят билеты, письма, и оказывается, что они ничего не знали о жизни своих предков, которые проделали такой огромный путь, чтобы оказаться здесь. Вот этот чемодан принадлежал девушке, ее звали Ева, и когда ей было 18 лет, отец купил ей этот чемодан, и ее отправили из Праги в 1938 году. Она бежала от нацистов сюда, в Роттердам, а позже уехала в Америку. Музей рассказывает не о политике и не о статистике. Он рассказывает о людях, о тех, кто однажды собрал чемодан, закрыл дверь своего дома и отправился в неизвестность. А вот здесь самый старый чемодан, 1897 год.
А история его такова. Девушка очень хотела путешествовать и познакомилась по переписке с китайцем. Но тогда незамужние девушки путешествовать 100 лет назад свободно не могли. Они должны быть замужем. Она выходит замуж за этого мужчину по переписке, ее расписывают в мэрии без присутствия жениха, и она уезжает к нему. Все сложилось очень неудачно, и уехать обратно ей удалось только через 14 лет. Есть просто душераздирающие истории. Например, историю, которую рассказал владелец чемодана, который приехал в Роттердам, бежав от нацистов во Вторую мировую войну из Германии. В Роттердаме он становится свидетелем бомбежки города в 1940 году. Дом, где он жил, разрушен, и долгое время ему приходится скитаться по подвалам полуразрушенных зданий с одним чемоданом, где лежат все его вещи. Позже он попадает в гетто для евреев, и в один из дней перед отправкой в концентрационный лагерь он решается на отчаянный шаг. Взяв чемодан, он с невозмутимым видом подходит к главным воротам гетто и молча выходит из него. Он настолько был готов умереть в тот момент, смирившись со своей участью, что ему совсем не было страшно. Поэтому так уверенно и удалось выйти. Затем он скрывался уже у друзей, и позже удалось перебраться в нейтральную Швейцарию и дальше уехать в Америку. Чемодан его внуки пожертвовали в музею, как память о нем, что жил такой человек на земле. Это тоже очень интересная история. Рассказывает ее женщина о том, что чемодан принадлежал ее мужу. И он в 1920-х годах уехал в Америку за лучшей жизнью. Тогда в Китае был коммунистический режим, все было очень плохо, и эмигрировать вдвоем они не могли, потому что было понятно, что это бегство. Уехал он, они все время переписывались, но никто не думал, что это займет столько времени. Это заняло 30 лет. И через 30 лет она уже смогла в 1954 году выехать из Китая с сыном этого человека и 2 внуками, то есть уже детьми этого сына. Но, к сожалению, когда они доехали, оказалось, что он погиб, и они так и не встретились. Есть чемоданы очень разные, статусные, кожаные, а есть совсем простенькие, даже без ручки. Но всех их объединяет одно. Все эти люди когда-то решили уехать из своей страны в поисках лучшей жизни и стали иммигрантами. Здесь есть и чемоданы людей, которые эмигрировали в Канаду, Америку, Австралию, спасались от войны, меняли страну ради любви или работы. Самые новые чемоданы использовались буквально за год до открытия музея, и сотрудники «Феникс» ездили по Нидерландам, Канаде и США, встречались с владельцами, записывали их воспоминания и собирали эти истории. Многие чемоданы можно открыть с помощью аудиогида и услышать рассказ самого человека или его семьи. Именно поэтому этот зал производит такое сильное впечатление. Здесь нет одинаковых судеб, но есть одна общая мысль. Иногда вся жизнь человека действительно помещается в один чемодан. А дальше посетителей ждет еще одна необычная инсталляция – 101 шаг миграции. Это длинная стена, вдоль которой нужно пройти 101 шаг. Каждый шаг символизирует один из этапов, который может пройти человек, решившийся на переезд. Сомнения, прощание с домом, получение визы, ожидание, страх, надежда, пересечение границы, поиск работы, изучение нового языка, чувство одиночества, первые друзья, ощущение дома. Эта инсталляция показывает, что миграция – это не только физический переезд из одной страны в другую. Это длинный путь, состоящий из множества маленьких решений, эмоций и испытаний. У каждого он свой, но почти каждый человек, который когда-либо менял страну или даже город, узнает в этих шагах часть собственной истории. Дальше, поднявшись по спиральной лестнице на крышу музея, можно посмотреть на Роттердам с высоты.
Но сама 30-метровая спираль – это тоже часть музея, словно вырастающая прямо из старого портового склада. Она называется «Торнадо», и это не просто красивая лестница, а главный символ музея. Представьте, ее высота 30 метров, а общая длина маршрута по лестнице 550 метров. Это двойная спираль, по которой можно подняться на смотровую площадку с панорамным видом на Роттердам и реку Маас. Но самое интересное – это, конечно же, не размеры, а идея. Архитектор Ма Янсунь из китайского бюро МАТ задумал спираль как метафору миграции. Когда человек переезжает в другую страну, его путь редко бывает прямым. Он делает выбор, меняет направление, встречает других людей, иногда возвращается назад, а потом снова идет вперед. Именно поэтому здесь две переплетающиеся лестницы, и посетители сами выбирают маршрут, и у каждого получается свой путь. Обратите внимание на внешний вид спирали. Она покрыта зеркальными панелями в количестве 297 из нержавеющей стали. Днем в них отражается небо, город и люди, и поэтому кажется, будто сама конструкция постоянно меняется. Архитектор хотел показать, что миграция – это движение, а движение никогда не бывает одинаковым. И еще одна красивая деталь. Внутри лестница отделана деревом, напоминающим палубу океанского лайнера. И это не случайность, ведь музей находится в бывшем портовом складе Holland American Line. Именно отсюда, более 100 лет назад, миллионы мигрантов, европейцев отправлялись через океан в поисках новой жизни. И поднимаясь по этой лестнице, невольно представляешь, что когда-то люди точно так же смотрели на город перед долгим путешествием в неизвестность. А наверху вас ждет смотровая площадка с обзором в 360 градусов. Отсюда прекрасно видны река Маас, отель Нью-Йорк, бывшая штаб-квартира Holland American Line, современные небоскребы Роттердама и старинные портовые причалы. Получается, что с одной точки можно увидеть и прошлое, и настоящее города. Именно поэтому торнадо – это не просто эффектная лестница. Это архитектурный рассказ о людях, которые однажды оставили свой дом, отправляясь в путь, и изменили не только свою судьбу, но и историю целых городов. Следующий зал музея – это фотовыставка, на которой представлены коллекции из почти 200 фотографий, снятых в 55 странах. Это одна из самых сильных экспозиций музея «Феникс», она называется «Семья мигрантов». Эти фотографии сняты почти 136 фотографами, и все они посвящены одной теме – человеку в дороге. И на первый взгляд кажется, что это просто фотографии, но уже через несколько минут понимаешь, перед тобой не просто выставка снимков, а истории человеческих судеб. Здесь нет случайных кадров. Каждая фотография рассказывает о моменте, который уже невозможно повторить. Прощание, надежде, страхе, первой встрече с новой страной или долгожданном возвращении домой. Среди них есть настоящие шедевры мировой фотографии. Например, знаменитая мать-мигрантка Доротея Ланж, одно из самых известных снимков XX века. Лицо женщины, окруженной детьми, стало символом человеческого достоинства и надежды, даже в самые тяжелые времена. Есть фотографии Стива Маккари, автора легендарной «Афганской девочки», работы лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева, снимавшего современные мигрантские кризисы, а также фотографии Льюиса Хайна, который еще в начале прошлого века документировал судьбу людей, прибывших в Америку через остров Элис. И один из самых трогательных кадров показывает молодую сирийскую девушку, которая только добралась до Швеции и впервые звонит своей маме.
оставшейся в Сирии. Она улыбается и плачет одновременно. В одном снимке 1000 километров. Война, разруха, надежда. И совсем рядом фотографии 1989 года, где люди обнимаются после падения Берлинской стены. Это тоже история миграции, ведь иногда переезд начинается не с чемодана, а с того, что границы просто перестают существовать. А еще здесь снимок влюбленных, укрывшихся одним одеялом в поезде, идущем через Китай. Они никуда не бегут, они просто едут навстречу своей жизни. И именно поэтому выставка напоминает: миграция – это не только война и катастрофы. Это еще любовь, работа, учеба, мечты и желание начать все сначала. Самое удивительное, что фотографии охватывают период от конца 19-го до наших дней. Меняются одежда, поезда, корабли, самолеты, но выражения лиц остаются почти одинаковыми. Люди все так же прощаются, волнуются, надеются и ищут свое место в мире. После этой выставки понимаешь одну простую мысль. История миграции – это не история каких-то других людей, это история человечества. И, возможно, именно поэтому она производит такое сильное впечатление. Ведь практически в каждой семье есть человек, который однажды собрал чемодан и отправился навстречу новой жизни. На втором этаже музея залы с современным искусством, причем это как постоянные, так и иногда меняющиеся экспозиции. Но такого сильного впечатления они не производят, но по-своему интересны. Поэтому покажу вам наиболее любопытные экспонаты. Здесь есть тоже такие входы, которые якобы разделяют жителей. Входите ли вы как жители Евросоюза, либо как прочий другой. Но это тоже арт-объекта художника, которая призвана показать, что если вы даже летели в одном самолете, сидели на одинаковых сиденьях рядышком, то по приходу на паспортный контроль вас сразу делят на категории. Работа призвана подумать о том, что мы настолько разрушаем экологию, что вполне возможно в скором будущем астронавт будет искать новый дом на другой планете, потому что свою мы можем разрушить. В Америке в 1964 году был принят закон о гражданских правах и отменена расовая сегрегация, а до этого двери в туалет были для цветных людей помечены вот такой табличкой, и существовало разделение между белыми и черными людьми. Эта работа символизирует стену, которую строят между странами. И одна сторона матовая, а в другой ты как бы видишь растерянное свое отражение. И это сигнализирует о том, что те, кто такие стены строят, они, в общем-то, способствуют искаженному восприятию мира. Вот такое видео про Роттердам, про музей Феникс у меня получилось. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, ставьте лайк, пишите комментарии, что впечатлило наиболее всего. Но ради чистоты эксперимента я покажу Роттердам и другой. Дело в том, что нечестно будет показывать вот красивые улицы, красивые дома, инсталляции, мостики. Ай-яй-яй, как красиво и замечательно. Посмотрите, каким Роттердам бывает в пятницу вечером. Это одна из центральных улиц города. Финансовый центр. Здесь находятся банки, дорогие магазины, бутики, рядом здание муниципалитета. И все вот это выглядит вот так. Но справедливости ради надо сказать, что в пятницу вечером здесь как раз был какой-то парад, и много людей достаточно было на этой территории. Но, тем не менее, получается, что они шли и все это кидали себе под ноги. Ну, как по мне, так это какое-то варварство. И все это лежало до воскресенья, почти не убиралось. Ну, они убирали, но очень-очень медленно. И вот ходить по этим улицам просто как по свалке, заваленной грязью. Так что Европа бывает разной. Везде хорошо, где нас нет. К понедельнику, конечно, это все было убрано, но, тем не менее, факт остается фактом. Вот такое видео, теперь уже точно могу сказать, у меня получилось.
Подписывайтесь на мой канал, если интересно. У меня видео не только про путешествия по Европе. Я в основном снимаю про Беларусь, про город Гродно, путешествия по Беларуси. Так что у меня достаточно разноплановый канал. Подписывайтесь на мои соцсети, пишите мне лично там в сообщении. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, которые вы не готовы озвучить в комментариях под видео на всеобщее обозрение. Я, как правило, отвечаю на все комментарии и сообщения. Ну и, как всегда, всех обнимаю на этой замечательной ноте. Всем пока!